А что же делать, если мужчина не хочет брать ответственность за отношения? И вообще, почему это происходит? Почему мужчина боится брать ответственность за отношения? Меня зовут Диана Щербанская, и я тот человек, который с вами сегодня это обсудит. Давайте посмотрим, как это устроено физиологически. У мужчины, в отличие от женщины, есть центр принятия ответственности. Еще раз, у женщины нету, а у мужчины есть центр принятия ответственности. И мужчина на генетическом уровне знает, что когда он в каких-то серьезных отношениях, ответственность лежит на нем. Ответственность за эту женщину, за безопасность этой пары, за, может быть, за финансы, за хорошее здоровье. То есть мужчина автоматически ощущает, что ответственность будет нести он. И тогда вопрос, почему же он не хочет ее нести, раз это его природа? Одна из причин – у него недостаточно энергии, он чувствует себя маленьким. И он в отношениях с этой женщиной не вырастает. Женщина слишком много опекает, слишком много контролирует, слишком много управляет мужчиной. И он чувствует себя таким хорошим маленьким мальчиком рядом с такой большой великой ма. И тогда он не хочет брать ответственность, потому что ему очень комфортно в этих отношениях. Она о нем заботится, он ее, она о нем переживает, а он ведет себя безответственно. То есть первая причина, что у мужчины недостаточно энергии. Вторая история может быть тоже про недостаточную энергию, но он маленький ребенок, и она ведет себя как маленькая девочка. Она не взращивает в этом мужчине, не пробуждает в нем выработку тестостерона, она не предъявляет к мужчине требований, она и так всем довольна, ей и так все хорошо, ему не нужно напрягаться. И сейчас меня, может быть, с удивлением слушают сотни женщин, которые понимают, как. Я же думала, что это хорошая позиция жить с мужчиной или общаться с ним, чтобы он не напрягался. Но для мужчины это смерть. Мужчина, у которого нет хотя бы небольшого вызова, он деградирует, в нем не пробуждается тестостерон. Он не чувствует себя мужчиной тогда в этих отношениях. И этот вызов, это подрастание тестостерона может ему организовать его женщина, с которой он в отношениях. И если это что-то непосильное, он откажется. Но если это некие разумные требования или разумные предложения, то мужчина принимает этот вызов и становится все больше и сильнее, все больше и сильнее. И если он что-то пообещал, имеет смысл добиться, чтобы он это сделал. На ком мужчины женятся? С кем мужчины строят серьезные отношения? С теми женщинами, рядом с которыми у них вырабатывается очень много тестостерона. Помните, Гарсия Лорка говорил, что я люблю тебя не за то, кто ты есть, а за то, кем я становлюсь рядом с тобой. И это касается и мужчин, и женщин. И если мужчина рядом с вами становится сильным, становится включенным в жизнь, то есть в нем много тестостерона, он чувствует себя мужественным, он будет автоматически брать за вас ответственность, он будет ценить эти отношения, потому что рядом с вами он таким становится. От вас идет эта энергия, вы к нему так относитесь, что он взрослеет. Он в вашем взоре видит и восхищение, и уважение, и вызов, которые пробуждают в нем вот эту мужскую силу. И эта мужская сила, именно она и заставляет мужчину делать смелые поступки, становиться успешным,
приносить мамонта в пещеру, ложить к ногам женщины весь мир и брать за нее ответственность. Есть еще один взгляд на эту тему, почему мужчины не любят брать ответственность. Она такая эзотерическая и вот вообще ни разу нигде не шуточная. Я просто ее проговорю для вас, чтобы вы понимали, с одной стороны это правда, с другой стороны я не буду глубоко в эту тему уходить. Когда мужчина идет в отношения с женщиной и говорит ей «ты моя», другими словами, когда он перед Богом и перед людьми говорит миру, что это моя женщина, в этот момент 50% плохой кармы женщины перетекают в мужчину. Но и 50% ее добродетели перетекают в мужчину. Так вот, добродетелей у этой женщины может не быть, а плохая карма есть всегда. И поэтому женщины так стремятся выйти замуж и попасть вот под эгиду какого-то мужчины, потому что 50% ее плохой кармы уходит мужчине. Хорошая благодетель у нее, может быть, и нету, плохую карму она отдала. И там, третий брак у женщины гораздо лучше, чем второй, а четвертый гораздо лучше, чем третий. Поэтому женщины так стремятся глубоко уйти в отношения и выйти замуж, а мужчины степенятся и сторонятся и ищут только ту, рядом с которой он становится очень сильным. Вот такая здесь история. Но здесь есть еще одна деталь, и мне бы хотелось эту деталь проговорить здесь, пока я еще в эфире. Мужчины не хотят брать ответственность еще, мне кажется, это важный нюанс. Они не хотят брать ответственность, когда их просто не интересуют эти отношения. И вот я бы об этом поговорила бы с вами в следующий раз. А сейчас время поставить лайк, потому что ваши лайки, они вдохновляют меня записывать все новые и новые видео, и рассказывать вам все новые и новые истории от вашей Шахерезады Александровны. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.